Если вы откроете спутниковую карту Австралии и внимательно присмотритесь к ее бескрайним пустыням, то заметите тонкую, бесконечную линию, которая буквально разрезает этот огромный континент на две неравные части. Это не оптический обман и не государственная граница, ведь Австралия – единая страна. Перед вами собачий забор, рукотворное сооружение длиной более 5500 километров. Он длиннее, чем Великая Китайская стена, и на его поддержание ежегодно уходят миллионы долларов. Но зачем тратить колоссальные ресурсы и строить гигантскую стену посреди безжизненного аутбека, если на материке нет внешних врагов, а сам он надежно защищен океаном? От кого местные жители так отчаянно обороняются уже больше века? Самое поразительное, что эта стальная сетка защищает людей не от грозной армии и даже не от полчищ кенгуру. Истинная причина скрывается гораздо глубже. Сегодня мы пересечем эту черту. Австралия – это самый засушливый обитаемый континент на нашей планете. Огромную часть его территории занимают безжизненные пустыни и сухие кустарниковые степи, которые местные жители называют аутбеком. Из-за специфического климата и географического положения здесь сформировались уникальные условия для жизни. Когда первые европейские исследователи и колонизаторы высадились на этих берегах, они обнаружили удивительную картину. Местная природа кардинально отличалась от всего, что они видели в Европе, Азии или Америке. Здесь не было привычных нам крупных хищников, вроде медведей, волков или львов. Самыми большими коренными обитателями суши оказались травоядные сумчатые животные – кенгуру. Из-за отсутствия агрессивных охотников местная фауна веками жила в условиях хрупкого природного равновесия. Животные не имели защитных механизмов против крупных и эффективных хищников, потому что им просто не от кого было спасаться. Прибывшие колонизаторы столкнулись с суровой реальностью. Австралийские земли были бедны привычными для европейцев ресурсами, а климат не позволял эффективно заниматься традиционным земледелием на большей части материка. Единственным спасением для экономики новой колонии стало овцеводство. Обширные равнины Южной и Восточной Австралии идеально подошли для выпаса скота. Овцы давали качественную шерсть и мясо, что быстро превратило эту отрасль в главный источник дохода для всей страны. Фермеры начали активно осваивать новые территории, вырубать кустарники и строить загоны. Однако они не учли, что масштабное вмешательство в экосистему нарушит тот самый хрупкий баланс. Появление миллионов беззащитных домашних овец на просторах Австралии привлекло внимание местных хищников и запустило цепочку событий, с которыми человеку пришлось бороться с помощью инженерных сооружений. Настоящая экологическая катастрофа, которая в итоге вынудила австралийцев перегородить континент, началась с незначительного на первый взгляд события. В октябре 1859 года английский колонизатор по имени Томас Остин вернулся в Австралию после поездки на родину и привез с собой небольшую партию диких кроликов. Он выпустил 24 особи в своем поместье в штате Виктория, чтобы обустроить там привычные угодья для традиционной английской охоты. В одном из своих писем Остин даже отметил, что выпуск нескольких кроликов не принесет никакого вреда, но сможет обеспечить его напоминанием о доме и приятным досугом. Этот поступок стал одной из самых масштабных экологических ошибок в истории человечества. Никто тогда не мог предположить, что в условиях австралийского климата эти маленькие и безобидные животные превратятся в настоящее бедствие, способное разрушить экономику целой страны. В Австралии для кроликов сложились идеальные условия. Мягкая зима позволяла им размножаться круглый год, а бескрайние равнины были покрыты сочной травой. Но главным фактором стало практически полное отсутствие естественных врагов и крупных хищников, которые могли бы сдерживать рост их популяции. Скорость, с которой размножались ушастые вредители, оказалась пугающей. Всего за несколько десятилетий миллиарды кроликов расселились по всему континенту, уничтожая на своем пути всю растительность. Они буквально съедали пастбища до голой земли, подгрызали корни кустарников и деревьев, что приводило к масштабной эрозии почвы и превращению плодородных земель в пустыни.
Фермерские хозяйства, занимавшиеся разведением овец, несли колоссальные убытки. Домашнему скоту просто нечего было есть, так как полчища кроликов подчистую уничтожали кормовую базу. Страна оказалась на грани экономического краха. Когда масштабы катастрофы стали очевидны, правительство Австралии поняло, что традиционные методы борьбы, вроде отстрела или капканов, больше не работают. Кролики продвигались вглубь континента со скоростью более 100 км в год, захватывая новые штаты. В начале 20 века власти Западной Австралии приняли беспрецедентное и радикальное решение. Если вредителей невозможно уничтожить, от них нужно физически отгородиться. Так началось проектирование и строительство грандиозной системы ограждений, которая вошла в историю под названием «Забор номер 1 для защиты от кроликов». Это был один из самых амбициозных строительных проектов своего времени. Рабочим приходилось вручную, в условиях невыносимой жары и полного отсутствия дорог, прорубать просеки через дикие заросли, вбивать деревянные столбы и натягивать тысячи тонн стальной сетки, которую доставляли на верблюдах со всего мира. Строительство первой линии было завершено в 1907 году. Забор растянулся на рекордные по тем временам 1834 километра, перерезав континент с юга на север. Чуть позже к нему добавили еще 2 вспомогательные линии. Конструкция была продумана до мелочей. Сетка уходила глубоко под землю, чтобы исключить возможность подкопа. Однако, несмотря на колоссальные затраты и титанический труд сотен людей, этот проект не принес ожидаемого триумфа. Кролики оказались гораздо хитрее и выносливее, чем думали инженеры. На некоторых участках они успели пересечь траекторию строительства еще до того, как рабочие успели натянуть сетку. Более того, во время засухи голодные зверьки научились преодолевать барьер через поваленные деревья или подкапывать столбы в местах, где песчаную почву размывало редкими, но сильными ливнями. Первая Великая Стена пала, но сама идея масштабного разделения материка осталась актуальной. Пока австралийские власти безуспешно пытались сдержать полчища кроликов, на первый план вышла другая, гораздо более серьезная угроза для главной отрасли страны – овцеводства. Этой угрозой стала дикая собака динго. По данным исследователей, эти животные не были коренными обитателями Австралии в полном смысле этого слова. Их завезли на континент азиатские мореплаватели несколько тысяч лет назад. За долгое время динго полностью одичали, отлично приспособились к суровому климату аутбека и заняли место главного сухопутного хищника материка. Они охотились стаями, были невероятно умны, быстры и выносливы. В естественной среде их основной добычей являлись кенгуру и другие быстрые сумчатые животные. Но когда европейские колонизаторы завезли миллионы домашних овец и начали основывать огромные пастбища, пищевые привычки диких собак кардинально изменились. Динго быстро поняли, что охотиться на беззащитных, медлительных овец, запертых в загонах, гораздо проще и выгоднее, чем часами выслеживать прыгучих кенгуру по раскаленной пустыне. Началась настоящая катастрофа для местных фермеров. Овцы не имели никаких природных механизмов защиты от подобных хищников и становились легкой добычей. Ситуация усугублялась тем, что динго зачастую не просто убивали одну овцу ради пропитания, а ведомые охотничьим инстинктом могли за одну ночь уничтожить или покалечить половину стада. Финансовые потери фермерских хозяйств на юге и востоке Австралии стали исчисляться астрономическими суммами. Многие владельцы ранчо оказывались банкротами и были вынуждены бросать свои земли. Стало очевидно, что если государство не найдет способ полностью оградить пастбища от набегов диких собак, то вся многомиллиардная шерстяная и мясная индустрия Австралии попросту прекратит свое существование. Осознав, что точечные меры и разрозненное ограждение отдельных ферм не приносят долгосрочного результата, австралийские власти решились на беспрецедентный шаг. В 1940-х годах было принято официальное решение объединить уцелевшие участки старых противокроличьих сеток и новые фермерские барьеры в единую, непрерывную государственную систему. Этот проект получил название «Забор для защиты от динго» – «Dingo Fence».
или просто собачий забор. Главная стратегическая цель этого исполинского сооружения заключалась в том, чтобы раз и навсегда провести четкую границу между дикой природой и зоной интенсивного животноводства. Строителям предстояло соединить тысячи километров сетки в единую цепь, способную остановить умного и сильного хищника, который умеет не только высоко прыгать, но и делать глубокие подкопы в песчаном грунте. Результат этой титанической работы поражает воображение. Финальная линия забора протянулась на 5614 километров. Она берет свое начало на засушливых равнинах штата Квинсленд, плавно огибает засушливые внутренние территории, проходит через всю Южную Австралию и заканчивается у обрывистых утесов Большого Австралийского залива, уходя прямо в океан. Этот забор фактически разделил весь австралийский континент на два совершенно разных мира. К северу от него осталась суровая засушливая территория, где динго сохранили статус полноправных хозяев и продолжали охотиться в дикой природе. К югу и востоку от забора расположилась так называемая чистая зона, обитаемые и экономически важные районы, где фермеры наконец-то смогли вздохнуть с облегчением и продолжить разведение овец, не опасаясь, что их многолетний труд будет уничтожен за одну ночь. Поддержание в рабочем состоянии конструкции длиной более 5500 километров – это сложнейшая логистическая задача, которая продолжается каждый день. Но как такое гигантское сооружение влияет на транспортную систему страны? Разумеется, забор не изолирует континент полностью и не останавливает движение людей. Его пересекают десятки грунтовых дорог Аутбека, крупные автомобильные шоссе и даже железнодорожные пути. Проехать через Великую Австралийскую стену можно, но только в строго определенных местах и по жестким правилам. На оживленных трассах, включая знаменитое шоссе Стюарт, инженеры установили специальные металлические решетки, вмонтированные прямо в дорожное полотно над глубокими ямами. Автомобильные колеса преодолевают их без проблем, а вот лапы собак или копыта диких животных проваливаются между трубами, что создает для них непреодолимый барьер. На менее популярных второстепенных дорогах установлены обычные распашные ворота, и здесь вступает в силу главный, неписанный закон австралийского аутбека. Если ты открыл ворота, чтобы проехать, ты обязан плотно закрыть их за собой. Забытый открытый засов считается серьезным правонарушением и карается огромными штрафами. Ведь для диких хищников это буквально открытая дверь к беззащитным стадам овец. При этом просто покататься на машине вдоль забора у обычного туриста не получится. Вдоль всей линии с внутренней стороны прорублена техническая грунтовая дорога, но она строго закрыта для гражданских лиц. По ней ежедневно курсируют патрули специальных смотрителей. Они проверяют целостность сетки, чинят пролеты и убирают поваленные бурей деревья. Сегодня забор активно модернизируют. На многих участках обычную сетку-рабицу заменяют на современное ограждение под напряжением, питающееся от солнечных батарей. Строительство собачьего забора принесло долгожданное спасение австралийским фермерам, но одновременно с этим запустило уникальный биологический эксперимент планетарного масштаба. Со временем ученые-экологи начали замечать поразительные изменения в природе континента. Искусственная стальная сетка, натянутая посреди безжизненных равнин, разделила не просто территорию, а саму экосистему Австралии на две совершенно разные биологические зоны. Ландшафт и животный мир по обе стороны забора стали развиваться по собственным, независимым сценариям. На спутниковых снимках высокого разрешения эта разница видна даже из космоса. В некоторых регионах забор четко разделяет земли разного цвета и структуры. Это наглядный пример того, как сильное вмешательство человека в естественные цепи питания может полностью переписать законы живой природы. На южной и восточной стороне забора, в так называемой «чистой зоне», откуда дикие собаки динго были полностью вытеснены, биологическое равновесие заметно изменилось. В отсутствии своего главного естественного врага, здесь начали бесконтрольно размножаться другие виды. Численность крупных кенгуру выросла в разы, и они стали главными конкурентами овец за скудные пастбища и источники воды.
Кроме того, на юге резко увеличилась популяция завезенных европейских лисиц и диких кошек, уничтожающих мелких местных птиц и грызунов. На противоположной же, северной стороне забора, где динго остались полноправными хозяевами, природа сохранила свой первозданный баланс. Дикие собаки эффективно сдерживают численность травоядных и мелких хищников. Растительность там более густая, а почва меньше подвержена эрозии. Забор наглядно доказал, что вершина пищевой цепочки критически важна для здоровья всей природы. Когда речь заходит о сооружении такого масштаба, неизбежно возникает главный вопрос. Стоил ли этот колоссальный проект потраченных денег, сил и времени? С сухой экономической точки зрения ответ австралийского правительства однозначен. Безусловно, стоил. Собачий забор стал тем самым фундаментом, который спас и удержал на плаву всю аграрную отрасль юга и востока страны. Ежегодно текстильная и пищевая промышленность Австралии производит миллионы тонн высококачественной шерсти и мяса, которые экспортируются по всему миру. Если бы не этот 5000-километровый барьер, постоянные набеги хищников сделали бы ведение масштабного овцеводства в этих регионах попросту невозможным. Забор сохранил миллиарды долларов дохода для государственного бюджета и обеспечил стабильной работой многие поколения австралийских фермеров, чьи ранчо находятся в глубине континента. Конечно, содержание и постоянная модернизация Великой Австралийской стены обходится казне в миллионы долларов каждый год. Нужно оплачивать труд патрульных бригад, закупать новые километры стальной сетки, устанавливать современные электронные системы мониторинга и заменять деревянные столбы на металлические в регионах, где свирепствуют термиты. Экологи регулярно критикуют этот проект, указывая на изменение природного баланса и разделение естественных ареалов обитания животных. Однако для властей и жителей Австралии этот забор давно перестал быть просто инженерным объектом. Это жизненно важная необходимость и проверенный временем компромисс. Человеку пришлось пойти на радикальные меры и буквально переписать географию материка, чтобы защитить плоды своего труда. И пока овцеводство остается важной частью австралийской экономики, эта сетка рабица будет стоять посреди пустыни. История Великой Австралийской стены – это не просто рассказ об успешной борьбе фермеров с дикими хищниками. Это наглядный и очень глубокий пример того, как человек на протяжении веков пытается подчинить себе дикую природу, подстроить ее под свои экономические нужды и исправить ошибки прошлых поколений. 5614 километров стальной сетки, натянутой посреди безжизненных, раскаленных пустыней австралийского аутбека. Это настоящий памятник человеческому упорству и одновременно напоминание о том, как хрупок мир вокруг нас. Стоило в XIX веке выпустить на волю всего 2 десятка кроликов, как это запустило колоссальную цепную реакцию, которая в итоге вынудила целое государство физически разрезать континент пополам. То, что со стороны может показаться абсолютным безумием или странной географической причудой, на деле оказалось единственным способом выживания для целой страны. Наш мир полон подобных удивительных объектов, скрытых от глаз большинства людей. За каждым масштабным инженерным сооружением, за каждым странным законом или необычной линией на карте всегда стоит реальная, захватывающая история, полная драматизма, человеческих ошибок и грандиозных триумфов. Именно из таких деталей и складывается подлинная картина нашей планеты. Подписывайтесь на канал «Скрытый горизонт», ставьте лайк этому видео и обязательно делитесь в комментариях своим мнением. Как вы считаете, правильно ли поступило правительство Австралии, построив этот исполинский забор? Или человеку все же не стоило так грубо вмешиваться в законы дикой природы? Что еще скрывает от нас география и мировая история? Впереди нас ждет еще очень много неизведанного. До встречи в следующих выпусках на нашем канале.